участники первой разминки. На разминке находятся Искандер Амиров, Республика Татарстан, Кирилл Андреянов, Санкт-Петербург, Марк Лукин, Москва, Илья Неретин, Санкт-Петербург, Денис Яшин, Свердловская область, Лев Бабык, Нижегородская область. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительным видом на юниорском гран-при России в Казани на сегодняшний день будет короткая программа у юниоров. Парни начнут выступать через 6 минут разминки, объявленной только что. И мы искренне надеемся увидеть катание не хуже, чем у девушек. Я имею в виду по настрою, по спортивному характеру, по чистоте, которую нам сегодня девчонки продемонстрировали. Ну и, конечно же, по выразительности. Уверен, что парням это тоже под силу. И пусть день сегодня будет во всех отношениях замечательный. Столько красивых программ мы сегодня увидели. И первых чемпионов этого турнира уже лицезрели на пьедестале по окончании соревнований танцоров и спортивных пар. Ну а произвольные программы парней и девчонок состоятся завтра. Итак, сегодня короткая программа. Искандер Амиров, Республика Татарстан, где с ним работают Ольга Арбузова, Алина Алексеева. И в качестве настроения на сегодняшний день его первая короткая программа будет проходить под музыку «Feeling Good». Чувствую себя хорошо. Выступал в том числе в Магнитогорске. Лавров там не снискал. Пока что надеемся, что улучшит свой результат на втором для него этапе. Кирилл Андреянов из Санкт-Петербурга, где он тренируется, Вероники Дайнеко и Александры Панфиловой. На первом этапе юниорского гран-при в Москве он выступал и занял там 7-е место. Ну, кстати, в короткой программе неплохо себя показал и был 4-м. Соответственно, можно стремиться к хорошему выступлению. Для этого есть все: и техника, и возможности. Марк Лукин, один из нескольких спортсменов, которые тренируются у Виктории Буцаевой и Евгения Власова и хореографа Галины Ищенко. Здесь двоих спортсменов эта школа представляет. Также был в шаге от пьедестала на турнире в Москве. А на пьедестале он побывал на соревнованиях «Мемориал» Ирины Рабер. Вот его красавица-тренер Виктория, у которой теперь в ее школе, в ее владениях тренерских такое количество интересных мальчишек, которые так здорово катаются, так здорово прыгают. Илья Неретин представляет здесь своих учеников и Евгений Рукавицын, и Роман Усатов. Роман уже появлялся на наших экранах, когда вводил свою ученицу среди юниорок. Евгений прям на всех этапах
вместе со своими учениками. Когда только успевает, непонятно. В Магнитогорске 6-е место было у Неретина в прошлом году. По реакции тренеров так мы поняли, что произошло сейчас с элементом. Такое сначала назад они откидываются вот так вот. Сделает, не сделает. И потом покачивает головой. Значит, сделал. Молодец. Молодец. Внимание, до окончания разминки осталась 1 минута. Также будут кататься в этой группе участников Денис Яшин из Свердловской области. С ним работают в Екатеринбурге Екатерина Козлова, Евгений Зайцев, Ольга Куркина. Серебряный призер первенства и чемпионата Свердловской области прошлого года. А в завершении Лев Бабык из Нижнего Новгорода. На Кубке Нижегородской области на первом этапе он уже отпраздновал победу. В октябре. Вот теперь на соревнованиях такого высокого уровня организации и значения будет продолжать свое выступление в этом сезоне. Искандер Амиров. Для исполнения короткой программы на лед В короткой приглашается программе Майкл Искандер Баббл «Feeling Амиров, Good». Республика Татарстан. Аплодисменты немногочисленной, но активной публики свидетельствуют о том, что выступает этот спортсмен за Казань. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Хорошее начало положил соревнованием Искандер Амиров. Такой, назовем его, внезапный фигурист, умеющий удивлять своей цепкостью, потому что то, как он с каскадом начал, я понимаю, что все очень быстро происходит в фигурном каде. Не все успели поверить в то, что этот каскад вообще состоится после, и причем это ощущение было после тройного флипа. Это точно. Я после тройного флипа успела быстренько глянуть в заявку, увидеть, что стоит каскад 3-3, вернуться к экрану и подумать, что, наверное, все-таки пойдет в двойной каскад. Вот сейчас мы увидим приземление с тройного флипа. На месте совершенно находится Искандер, но при этом тройной тулуп еще и чисто сделал из этого положения. Такое ощущение, что нас немножко смутило его выезд с флипа, его ничуть не смутило приземление. Прекрасно справился и со всеми элементами, прыжки все чисто, все вращения 4-го уровня. Как же радуют нас сегодня спортсмены вообще. Где Коляда? Да. Когда он так такую нужен. феерию. Ну, надо сказать, что плюсы не такие большие, понятно, у Искандера, но и нет минусов, с другой Да, стороны. многие элементы по нулям оценили судьи, но тем не менее, да, минусов нет, отрицательных оценок нет, а это уже хорошо. Дорабатывать и дорабатывать всегда есть куда, чтобы получать большие надбавки. Ольга Арбузова, Алина Алексеева, его тренеры. И 59,90 балла. почти 60 баллов он набирает. Это стартовый для нас сегодня результат. Далее на льду. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Кирилл Андреянов. Кирилл Андреянов Санкт-Петербург. с короткой программой из Санкт-Петербурга, школы Москвиной, где с ним работает Вероника Дайнека и Александра Панфилова. Это маска. Конечно же, вы догадались по костюму. Разве нет? It's party time! Kiss me, my dear. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm gonna get straight. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señorita says singing and it's sweet with el altero. It's very nice. Oh, what a fight. And when the dancing they bring a happy ring that I quiero, singing a song all the day long. Oh, if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and that teach you to chicky boom, chicky boom, chicky boom. It's all over and get with your hands over your head. Все кончено, руки за голову, или мы будем стрелять. Дайте свет. What you go? From 1 to 3,
Сегодня, я надеюсь, день такой замечательный. Кирилл Андрианов тоже выступил прекрасно в своей Кирилл короткой программе. Андрианов. Ну, мы отлично его помним еще по московскому этапу, где он выступал с этой программой, и мы прям восхищались настроением, но не всеми элементами. А сейчас там Да, феерия уже какая. тогда Кирилл захватил наше внимание своими программами, своими яркими образами. То, как он их на льду воплощает, это, конечно, не может не восхищать. И сегодня вновь прекрасная его программа под маску, и все 4-го уровня, и дорожка шагов, и вращение все, так что с непрыжковыми вновь никаких вопросов, но надо сказать, что и прыжковые элементы он явно подтянул с прошлого этапа, очень уверенный тройной аксель, чуть-чуть на выезде, вот, ногу уже ко льду потянул, но тем не менее сделал, каскад, тройной лут, тройной тулуп, Руки за голову, или мы будем стрелять. сделал, но вот на тройном тулупе не так круто находят. То есть есть еще над чем поработать. И тройной ридбергер во второй половине программы. Сейчас мы видим на экранах. Без вопросов сделано. Но есть ощущение, что по прыжковым элементам это было уже поувереннее, чем на прошлом этапе. То мы там шутили про танцы на льду. Теперь И про продолжаем смену вида. шутить. Шутить продолжаем, но тем не менее Кирилл и в прыжках тоже начинает подтягивать свою оценку к своим высоким компонентам, которые у него заслуженно будут очень высокие. У вас это прям классическая шутка. Не прыгает сразу в танцы, начинает прыгать. Не хочешь в танцы. Вот такие качели постоянно я слышу за кадром. Ну, я так понимаю, ты рассказывал, что и тебя тоже постоянно из одиночного пытались выдернуть куда-то в Меня парное. в парное, да, пытались переводить, но Слава богу, не смогли. Ты молодчина. Отличная оценка. 75-25, и он лидирует на данный момент. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Марк Лукин. Еще один Москва. крепкий спортсмен Марк Лукин. Виктория Буцаева его провожает на лед.
Тоже молодец. Марк Лукин. Такая программа у него, требующая, ну, осмысленного катания, не просто Марк Лукин. налево-направо кататься. И в то же время она не позволяет делать какие-то простые решения, да, какие-то эмоциональные, когда можно было бы что-нибудь веселенькое покатать или что-то предсказуемое. Такая концептуальная музыка. Ну и, по-моему, Марку она идет. Идет, и Марк, мне кажется, прекрасно сегодня с ней справился. Что юниорки, что юниоры продолжают нас радовать своими прокатами, чистыми прокатами. Справляются они со своей поставленной задачей. И мне кажется, мы прям видим, как в течение сезона ребята набирают форму. Ошибок становится все меньше. И радует, что это касается не только каких-то прыжковых элементов, которые сегодня, безусловно, на высоком уровне были выполнены. Тройной аксель сложного захода, строек был выполнен очень хорошо, уверенно. Мы не раз говорили, что у Марка очень техничные прыжки. Когда он их делает чисто, это очень красиво выглядит. Тройной Ридбергер. Когда он его сделал, у меня прям было сразу же ощущение, что там запас на четверной хватит. Настолько он его как-то пролетно, легко и объемно сделал. Каскад, тройной луц, тройной тулуп. Тоже не вызвал никаких вопросов. Радует, что работают явно не только над прыжковыми элементами, не фокусируются только на этом, а намного шире смотрят на свои программы, дорабатывают явно и хореографическую составляющую. Сразу видно, что ребята и намного больше включены в свою программу, что у них и сил больше, чтобы не только на технических элементах фокусироваться. И уровни мы видим, что от проката к прокату все время растут, стремятся к максимуму. И оценки растут. Соответствующе, да. Да, и у нас тоже здесь и сейчас. На первом месте Марк Лукин. Хочется, конечно, двигаться все время по нарастающей. Так, наверное, не бывает. Но уж, по крайней мере, бывает так, как было в соревнованиях девушек, когда каждая делала на пределе собственных возможностей, и таким образом мы видели исключительно чистое и ярко выраженное катание, за редкими-редкими исключениями. Илья Неретин на льду. Это, в свою очередь, ученик Евгения Рукавицына, Романа Усатова. Mon Amour, его программа. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Et si tu ne viens pas, je t'attendrai. C'est bête, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin
Илья Неретин тоже с такой душераздирающей программой, сердечной и с душой катался, но не помог себе акселем на старте. Как тебе, Аксель? Ну, Аксель — это, пожалуй, слабое место этого проката сегодня было, потому что в целом катался и эмоционально, и явно вкладывался в свою программу, и с остальными элементами справился, но, конечно же, стартовый тройной аксель впечатление подпортил, потому что самый сложный, самый дорогой прыжок в короткой программе, который могут исполнять юниоры, сегодня не покорился. Сейчас посмотрим повтор этого прыжка, что же там пошло не так. Но было видно, что сразу он неудачно у него пошел. Это очень узко крутился и в полоборота не так крут на передний ход буквально приземлился, ставит и не так крут, и падение. В итоге он за этот прыжок, представляете, получит буквально 65 сотых балла, если вычесть еще балл дедакшена. То есть прыжок, за который при чистом исполнении можно получить около 10 баллов. Сегодня меньше одного получает за него Илья. В остальном дальше не бросил программу, все докатал, все доделал. И тройной ридбригер, и каскад, тройной луз, тройной тулуп, вращение, дорожки. То есть программа не выглядела после этого брошенной. Это тоже очень ценно. Ну. Илья Неретин за короткую программу набирает 67. Занимает он на данный момент третье место. Отставание на 10 баллов от Марка Лукина. Ну, это Тот самый тройной аксель. тот самый, да, 10 баллов. Программы на лед А вы хороши в приглашается математике, Анна. Яшин, Хороши. Свердловская область. Денис Яшин из Свердловской области на льду. Катается под музыку Powerhouse, а значит, должен быть ритм.
Эх, Денис опустил руки, расстроился, головой качает. Ну, понятен его настрой. Денис Яшин. Но не стоит опускать голову. Все через это проходят. Да, соревнования такого уровня собирает чехлы, и весь прям поникший. Хочется его... Я как отец двоих детей, вот хочется обнять и пожалеть, чтобы... Мне кажется, надо не жалеть, надо поддержать. Поддержать, да, не и пожалеть. сказать, что Я ошибся. ошибки у всех бывают, это опыт, на них учишься. Поэтому, ну, сегодня, да, действительно, прокат не удался, что уж тут говорить. 2 падения. На Ридбергере еще старался он удержаться, но из-за того, что вес тела был перенесен уже на руки, поставили дедакшн из-за тройной Ридбергер. Знаешь, И как вот за тройной Аксель флип. как красиво сделал. Аксель, да, прекрасно таким сделал, но флип выездом тоже уже как артистичным. будто сразу на него шел. Он как-то, мне кажется, с неправильным настроем, уже расстроенный после Ридбергера. Но это правда, это опыт. Надо учиться, во-первых, после неудачи справляться, собираться и докатывать дальше программу в полную силу, не давать себе расслабиться. Ну и, во-вторых, конечно, тренировки, еще раз тренировки. Все придет, все будет. А самое главное, что завтра еще день произвольной программы. И нужно просто, да, выдохнуть, забыть этот прокат. И завтра уже с чистой головой, не думая ни о чем, показывать все, на что Денис Яшин Денис за способен. короткую программу набирает 44,73 балла. Пока последний результат, конечно, с серьезным, чуть ли не в 2 раза отставанием от Для первого исполнения места. короткой программы на И лед приглашается мы движемся Лев дальше. В Бабык, завершении Нижегородская этой область. группы участников Лев Бабык будет кататься. Еще один очень молодой спортсмен, еще моложе, чем Денис. Нижегородская область. Teddy Swims Lose Control.
Вот как, Аня, ты видишь сразу моментально, как первые два шага делает спортсмен, что он заряжен на прокат. Вот только Лев Бабык сдвинулся с места, Аня такая, заряженный парень. Где ты видишь это? Ну, это правда было видно по Льву. Мне кажется, с самого начала проката он как струнка такой вот натянутый, заряжен действительно был на этот прокат. И очень четко, как часы, выполнял каждое движение, вплоть вообще до просто поднятия руки или обычного толчка вперед. И сегодня это ему в плюс сработало. Точно так же, как и эти движения, он выполнил все прыжки очень четко, заряженно, точно. Мы видим, насколько он сконцентрирован прям. Двойной аксель. Сделано. Затем тройной ридбергер. Тоже уверенно. И вот даже мы видим по выездам, по всему, по движениям, насколько вот он четко прям вот хочет сделать все правильно, на отлично. И это сегодня читалось. Каскад, тройной луц, тройной тулуп. Тоже сделал. Поставили ему неясное ребро на луце. Это не уменьшит базовую стоимость этого прыжка, но от судей он получает минус 24 сотых за это. А как тебе вот выезд тройного тулупа? Мне кажется, что в Магнитогорске поставили бы недокрут. Но он действительно Минимальный сомнительный, то есть кью. хочется к нему присмотреться, потому Да. что он так как-то немножко в зубчик приземляется, и какая-то запятая такая небольшая читается, но, И тут как мы как-то видим, спокойно техническая судьи бригада, к да, этому все прыжки относятся, им да? поставила чисто. Не исключаем, что они пересмотрели, увидели, что все-таки на замедленном повторе все хорошо, все докручено. Поэтому к докруту никаких вопросов не возникло. Два вращения четвертого уровня у него. Одно вращение третьего, Одно третьего. тоже очень достойно. Молодец. Да. Хорошее завершение первой группы участников. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Тимофей Бочков, Москва. Владислав Скворцов, Москва. Алексей Ефременко, Москва. Константин Романов, Ивановская область. Александр Чмиль, Санкт-Петербург. Иван Теленков, Московская область. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа в короткой программе у юниоров на льду. Гран-при России в самом разгаре. Время летит, уже 4-й этап. А некоторые, кстати, еще не выступали. Но я имею в виду 4-й этап у юниоров. У взрослых будет на уикенде 3-й этап. Но мы еще многого не видели в этом сезоне. И очень хочется посмотреть. Но многое уже и увидели. И возрадовались, и расстроились, и удивились. В общем, благодаря Первому каналу мы прямо в гуще событий. И это очень здорово. На льду Тимофей Бочков, еще один молодой фигурист, 14 лет ему. Тренируется в школе «Серебряные акулы». Вот тренер Наталья Балуева. Сколько у нас тройных акселей сегодня мальчики исполняют? Не так много, да? Штуки Да, многие идут на двойной 2-3, аксель. наверное. Вот тут у Александра Чмиля будет тройной аксель, по крайней мере, обещан в этой В этой группе разминке участников. только один тройной аксель надо ждать, что на самом Да. деле редкость. У мальчиков самый сложный прыжок в короткой программе, на который можно пойти, это тройной аксель. И, кстати говоря, зачастую на предыдущих этапах большинство шли на Было тройной дело, да. аксель. Может, темнят, выйдут и как сделают все тройной аксель. На ваших экранах Владислав Скворцов. Спортсмен, который тренируется у Алимы Гершкович в школе «Конек» Чайковской, Строгино. Еще одна вариация на знаменитую мелодию Мориса Равеля.
выступал в первенстве Москвы, лавров не снискал. Был вторым на турнире памяти Игоря Русакова. Победил в прошлом году на соревнованиях «Енисейская симфония». Звучит очень красиво. Под музыку из рок-оперы «Моцарт» под названием «Моцарт», про жизнь Моцарта, будет кататься Алексей Ефременко. Это еще ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова с стадиона «Москвич». Мега популярный мюзикл во Франции, посвященный жизни великого композитора. Все в той или иной степени мы принимаем участие в культурном образовании и развитии молодежи. Посмотрит кто-то, как катается Алексей, и спросит, а кто такой Моцарт? И узнает, что есть такая рок-опера. Красивый у него, конечно, был костюм, у Алексея прям не поскупились. На экранах Константин Романов из Ивановской области. С 5 лет катается и мечтает выступить на Олимпиаде, как и его прабабушка, легкоатлетка Мария Сизикова, участница Олимпийских игр 1964 года. Для меня игры 1964 года тоже имеют значение, но только летние, потому что у моего дедушки ученики в борьбе выигрывали в те годы. Как давно это было, мне... Но такая вот связь времен все равно, она всегда важна, чтобы помнили, кто, где, что. Пытаются нам, конечно, немножко эту связь времен нарушить, наши злопыхатели, но ничего, мы ее восстановим. Все будет в лучшем виде. Александр Чмиль и его тренер Вероника Дайнека на ваших экранах. Тот самый спортсмен, который в этой разминке обещает прыгнуть тройной аксель. Ну, 6-минутной разминки уже исполнили. Уже было, уже да? продемонстрировал. Отлично. Да. В Москве он был на 10-м месте. Есть куда стремиться. Иван Теленков. Минутка уже осталась. Также из Балашихи тренируются у Марины Дежиной и Станислава Ковалева. Несколько призовых мест у него на соревнованиях в Нижнем Новгороде, в Кирове, на различных турнирах выступал. На первенстве Московской области 4-й был. Какое-то вот юниорское катание на турнире в Казани, прям совсем все молодые какие-то. Прям 13-14 лет. Обычно вот на предыдущих турнирах, как там ребята некоторые были прям огромные, высокие такие. Здесь все очень юные. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Тимофей Бочков. Москва. Тимофей Бочков. Встречайте на льду с программой под названием «Красивые вещи». Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.
She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Интересный парень Тимофей Бочков. И как как в воду глядели, предполагали, что кто-то из спортсменов темнит и ставит у себя в протоколе двойной аксель, а готовится прыгнуть что-то другое. Что-то. Да, сюрпризы все-таки случились. И сюрприз сегодня был от Тимофея. Заявки двойной аксель, но при этом пошел на тройной аксель и очень уверенно его исполнил первым элементом. Уже на 6-минутной разминке у меня закрались сомнения, что разминает он не двойной аксель так усиленно и усердно. Молодец, молодец, сказал тренер. Да, превзошел он наши ожидания в первой половине программы. Сейчас посмотрим на тройной аксель. Ну, у него такой стиль катания, как будто бы расслабленный, томный фигурист. Ну и также, как будто бы расслабленно он прыгнул этот тройной аксель, хотя мы, конечно, понимаем, что огромная работа за этим простояла, но положительно удивил нас в первой половине программы, но во второй половине программы, где в заявке стоял каскад 3-3, тройной луц, тройной тулуп, по-видимому, с тройного луца чуть корпус спереди, скорости немного, и он лишь двойной тулуп прикрепил к этому луцу, поэтому вот в первой половине набрал побольше баллов, чем заявил, во второй чуть поменьше набрал, конечно, чем в заявке было, но нужно дорабатывать так, чтобы и там, и там. Некоторые фигуристы вот нам показывали в предыдущей разминке, умудряются вообще с места тройной прыгать, и ничего. Это так тоже что навык полезный. да, можно побороться. Ну, молодец. В любом случае, наверняка в плюс ему пойдет этот прокат с таким тройным акселем. На 4-м месте он на данный момент. Отставание 13 баллов от лидера Марка Лукина. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Владислав Скворцов на льду. Москва. Вот тренер Алима Гершкович его выводит на лед. Последние наставления перед короткой программой «Болеро».
Владислав Скворцов. Еще один Владислав фигурист в Скворцов. сплошных плюсах. Но под пересмотром судейской бригады, которая в том числе охотится за его каскадом тройной луц, тройной тулуп с целью определить, что там было не так. Очень достойное выступление, если говорить про каскад, который будут пересматривать. Даже интересно, что они там смотрят. У меня лично по докруту точно никаких вопросов не было. Очень такой пролетный, уверенный, красивый каскад. Очень технично исполненный был. Давайте дождемся все-таки техническую бригаду. Начал вот с тройного ридбрикера прекрасно. Видимо, спортсмен не шел на тройной аксель, а с двойным акселем выступил, но со своей задачей справился. А это самое главное. Во второй половине программы вот как раз каскад. Тройной лут с двумя руками наверх на хорошей скорости. Тройной тулуп тоже прекрасно с двумя руками наверх. По докруту никаких вопросов. Думаю, что, возможно, ребро пересматривала техническая бригада, но отпустили, все чисто оставили, никаких понижений не будет. Из минусов дорожка шагов вот исполнена на первый уровень. Это значит, что очень многие шаги, повороты не засчитали Владиславу. Есть над чем поработать, над вращениями тоже. Одно вращение ювелирное второго уровня, прыжок на вращение третьего уровня. Так что за этим тоже нужно последить, поработать. Но общее впечатление очень положительное оставляет своим прокатом Владислав. Очень неразговорчивые все спортсмены. Если даже что-то и говорят, то очень-очень тихо, не можем ничего разобрать в Кисенкрай. Единственную фразу, которую мы разобрали несколько минут назад, это когда тренер Тимофею Бочкову сказал: ну ты возьми с собой хоть что-нибудь из Кисенкрая, куда ж ты ушел, я все за тобой тащу. Вот это мы услышали. А приветов что-то совсем сегодня не слышим. Но, может, еще услышим. Все такие скромные и тихие. На пятом месте после короткой программы Владислав Скворцов на данный момент. Алексей Ефременко, Москва. Алексей Ефременко вместе с Викторией Буцаевой у бортика. И сейчас будет программа на музыку из рок-оперы «Моцарт», повествующей об одном из периодов жизненных великого композитора. Шум ночи от слишком звонких фраз, этот скучный бал, мой кошмар. Но в тиши слышны мне крики зла. Я ищу твой взгляд среди теней, слышу, как во сне сердце стон. Я среди тех роз, что пленят меня, в сердце только боль, но не смею я провести рукой слезы по щекам. Ты живи, любовь моя. Скучаю я по ночам, вечерам. Я не знаю, как жить без тебя. Проклятие роз и слезы по щекам, а жизнь идет, вновь верю я.
с нее аромат тех роз. Теперь понятно, почему у Вольфганга Амадея такая красивая музыка получалась. Потому что благодаря этому мюзиклу мы слышим, как он страдал. А все должно быть выстрадано. Что касается катания Алексея, то он был прям молодец. И это здорово, то, что учат в школе Буцаевой и Власова вот так тщательно подходить к каждому элементу, все делать. Класс! Да, Алексей сегодня свою программу, свой прокат не выстрадал, он его Да, сегодня он-то вообще хорошо на высоте красавчик. справился, не пошел на тройной аксель, набор прыжков не максимальный, но при этом то, на что он пошел, он сделал очень и очень хорошо. Справился с поставленной задачей. Тройной Ридбергер очень высокий, между прочим, с запасом исполненный прыжок. Уверена, что хоть не было и тройного акселя, ну вот и двойной аксель на большой высоте выполнены, тройные прыжки. Уверена, что работа над и тройным акселем, и четверными активная ведется, что в скором времени мы сможем наблюдать и на соревнованиях эти прыжки. Второй половине программы каскад, тройной луц, тройной тулуп. Луц очень уверенно, тулуп как будто бы чуть-чуть пришлось ему так побороться на выезде, уже не с таким запасом исполнен был тройной тулуп, но тем не менее исполнен. Ну, Мы уже так балл придираемся. плюс это он Да. получил, да. Это мы уже немножко придираемся. Мы любим. Вращение, четвертый, третий. Прыжок во вращение, что-то он где-то не додержал. Дорожка шагов третьего уровня. Очень хорошо ее исполнил, хорошо ее оценили по достоинству. И сразу, мне кажется, он в ней как-то и программу раскрыл. Он бы, Лучше- наверное, сделал бы заключительное вращение на 4-й уровень, но что-то вот время уже заканчивалось, да? Есть такое? Да, заканчивалась музыка, как будто поторопился, немножко не доделал. Ну, дорожка прям очень понравилась. Доделал все прыжки, и прям со всей мощью так поехал ее доделывать. Отлично. Момент участник занимает третий. У Алексея третье место на данный момент. Он отстает на 10 баллов от Марка Лукина. Короткая программа на лед приглашается Константин Романов. А на льду Константин Ивановская Романов область. из Ивановской области. Под пение трио «Эль Воло» и песня «Гранд Аморе». Он будет кататься в своей короткой. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei.
возмущен собой Константин Романов и сложившейся ситуации, а также, я думаю, в какой-то мере несправедливости жизни. Вот так вот готовишься, а потом выходишь, и то, что получалось, а я думаю, что оно получалось, и сейчас не пошло. И настроение упало ниже плинтуса. Да, это, конечно, всегда обидно, когда проделана большая работа, и, видимо, да, как разочарован этим прокатом Константин. Ну, в спорте, к сожалению, такое бывает, взлеты и падения. И самое главное всегда после этих падений вставать, идти дальше и работать над собой, чтобы больше такого не было, чтобы дальше выходить с прокатов только с улыбкой, с позитивом и не разочаровываться. Вот начал он сразу, чуть не в ногах был, тройной Ридбергер, степ-аут. Такое ощущение, что вот именно какой-то вот высоты физически ему чуть-чуть не хватало. Сегодня вот он как-то не в лучшей форме находился. Тройной снова степ-аут, еще и ребро на нем находит, еще и недокрут, еще и каскад там должен был быть. Но не сделал он этот каскад, поэтому, конечно же, очень много... Ну, здесь про баллы и говорить не стоит. Конечно, очень много он теряет, и лишь одно вращение исполнено на 4-й уровень. Не получилось. Сегодня не получилось, но, значит, нужно что-то поменять в подготовке, в настрое, чтобы получилось завтра, чтобы получалось на других соревнованиях. Ну, так немножко над ним тренер Александр Алтухов подтрунивал, когда Ну, и как будто вернулся спортсмен сам Константин. после этого заулыбался. Может, действительно нужно немножко уже отпустить ситуацию, чтобы завтра с новыми силами, с чистой головой сейчас уже голову себе не грузить. Да, ну просто он так сокрушался мощно, что это не могло у его ценящего своего фигуриста-тренера не вызвать какого-то вот легкого умиления все-таки. Потому что сокрушаться, это, конечно, тоже надо уметь. Знаешь, уже программа закончилась, а ты еще секунд 30 ездишь по катку и сокрушаешься. Это эмоции. А некоторые, наоборот, настолько собраны, сдержаны, там, как бы прокат не закончился, а он едет с железным лицом к бортику, делая вид, что ничего не произошло. Не поймешь даже, как лучше, как хуже. В любом случае, все ребята разные. Константин Романов занимает предпоследнее место. Конечно, результат очень-очень невысок. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Александр Чмиль. А на льду Александр Чмиль. Санкт-Петербург. Здесь с ним работают Вероника Дайнеко и Александра Панфилова. Катается он под современную обработку знаменитого произведения Листа и Паганини «Кампанелла».
настойчивая такая музыкальная композиция, прям как вбивает в тебя что-то. Тун-тун-тун-тун, давай, 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 делай. И Александр, мне кажется, с одной стороны, и рад бы уже, но ему вот чего-то не хватает во второй части программы. Но при том, что круто начал, да? Да, вновь здорово начал, и посмотрели мы его протокол с первого этапа, где он выступал, и заметили интересную закономерность, что и там вот было ощущение, что так хорошо начал, так хорошо едет, тройной аксель сделал, и второй прыжок сделал, а во второй половине вот каждый раз вот эта вот неожиданная ошибка, при том, что уже поменяли немножко программу. Начал он с тройного акселя, как и на прошлом этапе, но раньше он вторым прыжком исполнял Ридбергер, а во второй половине был каскад, тройной луз, тройной тулуп. Сейчас они перенесли каскад в первую половину, видимо, чтобы увереннее его выполнить, потому что именно на нем в прошлом этапе была ошибка, падение с тройного тулупа. И здесь он сделал, уже, казалось бы, справился. Тройной аксель и каскад, тройной луз, тройной тулуп. Остался всего-то тройной Ридбергер, и вот здесь мы видим это падение абсолютно досадное, обидное, потому что есть, да, и технически он сразу не дотолкнулся в прыжок, корпус весь спереди был, и вот такое падение, хотя... не ожидаешь после такого качественного исполнения прыжков в первой половине, ошибки во второй. Может быть, если вновь ошибка во второй половине, хотя уже и прыжки поменяли расстановку, может, концентрации, да, не хватает, или как-то физически где-то чуть-чуть. Зато он повысил уровень второго вращения и дорожки шагов на один уровень, но понизил уровень в последнем вращении. Так вот стабильности какой-то немножко не хватает, но тем не менее хорошие оценки. Он на третьей позиции после короткой программы на данный момент. Но мы помним, что впереди еще 7 участников у нас. Последним в этой группе участников будет кататься Иван Теленков. Это Московская область. Такая интересная танцевальная композиция.
И это был танец, это был прямо зажигательный танец. Почувствовалось с самых первых ноток этой программы, что Иван должен зажечь, он это сделал. Боролся невероятно. Вот я всегда говорю, что зажигается красный квадратик, когда судьи ставят минусы. Ну да, понятно, что они поставили минусы, но по сути-то как он поборолся. Конечно, ему тренер сейчас скажет: какой ты молодец, взял, вытащил, хотя оно не должно было ни в коем случае получаться. Без улыбки невозможно было, да, смотреть эту программу от Ивана. Сколько В хорошем он смысле танцевал, этого слова. да, с какой экспрессией он все делал, при этом как боролся за каждый элемент, действительно. Каскад, тройной ус, тройной тулуп. Тяжело вот прям, да, этот тулуп шел, но как он его вытащил, вырвал, и, мне кажется, в глазах вот читалась эта уверенность, что я вот сделаю все, и каждый элемент на максимум, насколько это возможно, поборолся везде. Хотя, вот, конечно, техническая бригада находит к чему придраться. Хоть нам бы и не хотелось говорить об ошибках, но вот на каскаде тройной ус, тройной тулуп находят и ребро неясное, ребро неверное. Неверное ребро находят и недокрут на тройном тулупе в полоборота. Все ошибки есть, но, мне кажется, то, с каким рвением он вот каждый элемент делал и доделал все шаги, это вот точно заслуживает наших аплодисментов. Потому что много аспектов, да, всегда в катании. И один из них — это бойцовский характер, когда ты вытаскиваешь это, и таким образом проявляется твой характер, а потом уже, ну, ты подтягиваешь технику. Он попросил. А еще Юля. Целый список на приветы Заявки. был, да, у Ивана. Никого не забыл. Целых 2 человек. Все вращения на 4-й уровень выполнил. Да, 4-й в итоге. Нет, вот сейчас понизили одно вращение ага. на 3-го. Эх, чуть-чуть не хватило. Занятный разбор. Ну что, завершилась 2-я группа у нас, и впереди одна только разминка осталась. Сейчас Ивану поставят его оценки, будет заливка льда, и продолжим. Там-то еле-еле, да, там плюсов нет. Это да. 7 по мне. Нет, Ну там давай возьми, вот сколько-то не Нет, там хватало. 8. Вот если по половина. часам не хватало. Мы шли по часам. Вот если брать по часам. Нравятся такие разборы прокатов, слушать по горячим следам. Классно. Ну, он 10-й, конечно, там понятно, почему не добрал. Все это очевидно. Но парнишка молодец. И яркий, и поборолся. До встречи после заливки. Внимание, соревнования продолжаются. И на лед приглашаются участники 3-й разминки. На разминке находятся Михаил Клепацкий, Санкт-Петербург. Эдуард Карартынян, Москва. Макар Солодников, Пермский край. Илья Мальков, Республика Татарстан. Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Объявляется 6-минутная разминка. You broke my heart, so I crushed your car. You say you're sorry, well, I bet you are. Ha 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 ha. And blah 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 blah. I hate your face, but I like your mom. Заключительная группа участников в короткой программе юниоров на Гран-при России уже на льду. Ну и мы очень-очень ждем, потому что интересно, как распределятся результаты после короткой программы. Много очень хороших программ мы увидели.
хороших выступлений, элементов. Все ребята очень разноплановые. Выглядит увлекательно. Ну и в заключительной разминке большинство ребят пойдут на тройной аксель. Наконец-то. Исполнять самые сложные. И не будут наборы. темнить, да? Да, Как самые некоторые. сложные наборы в короткой программе будут исполнять все, кроме Михаила, который будет открывать эту группу участников. Да, вот он на ваших экранах. Михаил Клепацкий из Санкт-Петербурга. На Гран-при в Магнитогорске 9-м был. Ученик Юлии Кулебановой и Марианны Кривенко. Ну что ж, может быть, постарается взять чем-то другим в своем катании. Не всем же прыгать тройной аксель. В юниорах. Всему свое время. Эдуард Карартынян на ваших экранах. Этот спортсмен тренируется у Светланы Соколовской, Виталия Бутикова, Станислава Захарова в Москве, в школе Татьяны Навке. В такой курортной рубашке будет кататься, создавать Яркий нам... фигурист, да. Да. Помимо прыжковых элементов, всегда очень у него интересные программы, хореография. Будет давать нам летние ощущения какие-то. Такая музыка играет на разминке, что прям решили под конец дня вам рок зарядить капитальный. Интересно. Макар Солодников из Перми. Еще один ученик Екатерины Потласовой и Алексея Гловацких. Бронзовый призер первенства России, когда он с 12-го места в короткой ринулся и с четверным тулупом и еще одним и тройным акселем взлетел с 12-го места на 3-е. Вот у человека судьба и перегрузки в соревнованиях. Молодчина. Стряхнул оцепенение после короткой и вышел на произвольную со свежей головой. Илья Мальков представляет Казань, Республику Татарстан, где одним из ведущих тренеров является Людмила Гафарова. Работает вместе с Илоной Бекметовой. Тоже прыгает кучу четверных. Дружная казанская команда выстроилась. В кои-то веки можно всем собраться здесь, на льду, и поруководить мальчиком всем вместе. Езжай туда, нет, езжай туда, прыгай то, нет, прыгай все. Шучу. Конечно, это слаженный тренерский коллектив. Зачастую просто со спортсменами может приехать один тренер из тренерского штаба, если какие-то переезды. А здесь все-таки родная Казань, и вот весь тренерский штаб у бортика собрался. Такой ответственность дополнительная. Да, очень красивый штаб, надо заметить. Солидно красивый. Ильяс Халиуллин также представляет Казань, Республику Татарстан. С ним Ольга Арбузова, Алина Алексеева. Неоднократно побеждал на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. В частности, на турнире Горшкова, на мордовских узорах. Было это, правда, уже давно. Время летит. В Магнитогорске он был 11-м. В короткой приличный был у него результат, но, тем не менее, борьба-то идет очень плотненько. Там зачастую каждая 10-я на счету, поэтому разбрасываться баллами не приходится. Тем более, когда это короткая программа у юниоров, здесь нет четверных. Вот.
кого мы видим? Алексей Николаевич Мишин впервые в этом сезоне встречаем в трансляциях этапа Гран-при. Слышу, приветствует его и публика. Алексей Николаевич здесь с Романом Хамзиным, который будет завершать эти соревнования, и группу, и вид, и день, в общем, все на свете. Ответственный старт для Романа. Для исполнения короткой программы на Раз сюда пожаловал сам профессор. Санкт-Петербург. Михаил Клепацкий откроет эту группу участников. Болельщицы неистовствуют на трибунах, а мы ждем короткую программу под музыку Thunderstorm Artist Stronger. Call me a fool for thinking maybe I could get over, or I could be stronger than the fear in my mind. See, Mama always told me I was meant to be a light in the darkness, but I feel like the candle waiting for a flame. And she said, keep on getting stronger, keep on getting wiser, my dear. Don't give in to the forces, don't succumb to your fear. Oh, sing with me now for the change I can become. Oh, sing with me now for the change that's just begun. But do you see me, oh Lord, when I look to you for an answer? I need you to tell me how to carry on. And he said, keep on getting stronger, keep on getting wiser, my dear. Don't give in to the forces, don't succumb to your fear. Oh, sing with me now for the change I can become. Oh, sing with me now for the change that's just begun. Show me now if I've lost my way. I reach for freedom from within my cage. Search for meaning whenever I'm afraid. Oh, sing with me now for the change I can become. Oh, sing with me now for the change that can be done. Oh, sing with me now for the change that's just begun. Михаил Клепацкий серьезно откатался. Михаил Может быть, даже Клепацкий. слишком серьезно. Иногда не хватает мальчикам в этом напряжении такого какой-то легкости, чуть какого-то даже, азарта. Здесь даже что интересно, что как будто в исполнении элементов эта легкость присутствовала. Да, кстати. А именно в катании вот он был очень прям, сосредоточен, очень сдержан. Да, эмоционально, но элементы при этом прекрасно исполнял с такой завидной легкостью. Нету тройного акселя и в заявке, и в исполнении. Вот двойной аксель, с которого он начал эту программу. Затем был исполнен
тройной ридбергер. И во второй половине каскад, тройной ус, тройной тулуп. Тоже так легко он был исполнен, словно никаких усилий ему не стоит исполнять эти прыжки. Сейчас на ваших экранах тройной луц, очень пролетный, на хорошей скорости. Тройной тулуп, прекрасно. Поэтому как будто очень хочется добавить такой легкости исполнения, еще, наверное, вот ту же самую легкость в катании и, наверное, умение ярче подчеркивать исполненные элементы, потому что очень хорошо он их исполняет, и чтобы получать как можно больше надбавки за эти прыжки, просто их вот ярче презентовать судьям. Михаил Клепацкий за короткую программу набирает всё будет на высшем уровне. 70 балла. 4-е место. Участник занимает 4-е место. Очень достойный результат. И очень достойные, кстати говоря, все непрыжковые элементы Программа тоже. на лед приглашается Эдуард Карартынян, Москва. На льду Эдуард Карартынян из школы Соколовской. Black of peas came to make it hotter. We beat the box starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba, with samba. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Peter Piper, Pig Peppers, but jam rock rhymes. 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Bobby, in the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, yo. We down to run it. Check it out. Este samba tem misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto novo. Este samba tem misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto novo. Lá, 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 lá. Это очень необычный выбор музыки, когда, она максимально расслабляющая, такая Карартынян. чилищая, драйвовая, как будто катайся не хочу, вот просто получи удовольствие и поедем обратно домой. Здорово, но тем не менее, это сложнейшая работа, то, что делает на наших экранах Эдуард.
Да, катать такую программу, под которой всем хочется расслабиться, но при этом исполнять сложнейшие элементы, это тоже нужно уметь. И у Эдика это сегодня точно получилось. Его, конечно, лучезарная улыбка заражала нас весь прокат. Он вот, не зря мы говорили на 6-минутной разминке, что он не только спортсмен, он артист на льду, как он презентует свои программы, с какой экспрессией, с какой энергией, но при этом тройной аксель. Прекрасно, чисто исполненный. И сразу начинает зажигать. Затем тройной ридбергер и каскад во второй половине. Тройной лутс, тройной тулуп. Тоже по прыжкам он сегодня прекрасно справился. И надо признать, что с непрыжковыми тоже. Да вообще все 4-го уровня. Ну, вот последнее вращение сейчас, я смотрю, да, пересматривают. Но, тем не менее, дорожка 4-го уровня. Это второй человек за сегодня, кто получает дорожку 4-го уровня. В юниорах это вообще редкость. И Эдик абсолютно заслуженно ее получает, потому что и работа корпусом была очень активная во время дорожки шагов. И он прям было видно, как он доделывает. Каждый поворот, каждый блок, все делает. Так что сегодня он прям справился, видим его эмоции. Радуемся вместе с ним и желаем ему в произвольной вот такого же задора, драйва, уверенности. Программу набирает 79,25. Абсолютнейший драйв, и он на 2 балла с лишним больше получает, чем Марк Лукин. Сейчас лидирует. Очень... Как приятно. А тебе передам привет. Это действительно приятно. Очень долго Марк Лукин лидировал в этих соревнованиях, выступал он одним из первых. Но вот ближе к завершению Эдуард его обогнал. У нас новый лидер, а впереди выступление Макара Солодникова. Пермский край. Реальность режет меня как нож, так называется. Ой, нет, гладиатор, гладиатор. Макар Солодников.
снова у нас чистый прокат. Макар Солодников. И большие плюсы в катании, и хорошие эмоции, да. Хоть и пересматривают судьи там кое-какие элементы, но это не видно тем, кто находится на стадионе. Это уже нюанс. Да, даже тренеру не видно. Но тренеру видно что-то другое, что там было исполнено или не исполнено. Всегда очень радостно видеть, что спортсмены сами довольны своими выступлениями. И вот победный жест Макара нам после его проката об этом сказал, что он сегодня со своей задачей справился. И давайте уже смотреть, разбирать этот прокат. Тройной аксель стартовый. Ну а почему здесь быть недовольным? Прекрасно. Очень чисто исполненный на большой скорости. Тройной ридбергер с руками наверх. Огромная высота и запас на этом прыжке. Очень качественное исполнение элементов. Нельзя не отметить. Вращение первое на 3-й уровень выполнено. То есть что-то чуть-чуть где-то были какие-то неточности. Но затем каскад, тройной устроенный тулуп тоже с руками наверх. Очень уверенно. На хорошие оценки от арбитров он исполняет все элементы, то есть все элементы в программе в плюсовой зоне, причем такой очень серьезной плюсовой зоне. Здорово, Да. что у него получилась короткая программа, да. И парень, он боевой, может хорошо подняться по результату по сравнению с прежними какими-то этапами. Да, я думаю, сейчас будет очень серьезная оценка за короткую программу, и борьба за тройку лидеров продолжается активно, даже по итогам первого дня. Макар Солодников за короткую программу набирает И 78,44 баллов — это всего лишь на полбалла меньше, чем у Эдуарда Каратыняна. Вот так вот. Заключительная группа участников нас Илья Мальков, разогревает такими напоследок мощными прокатами. Здорово. Вот это настройка, да, от тренерской команды Казани для Ильи Малькова. Призер первенства России среди юниоров на ваших экранах. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground. I wonder 'cause reality cut me like a but now I do. No, I do 'cause reality cut me like a but now I do. But now I do. That theater is not gold. Life is made of highs and lows. You know the road when you fall down. Because of love, keep stepping on. Much too long. On the side, I'm talking on to the light. The answer to my destiny was inside of me. Inside of me. Adios, adios, adios to your afternoon. Tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain mood. Adios. After all, why should I have any regrets? If it was all mistakes I made yesterday, where would I be? By
decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. Let the lesson be mine. 'Cause the vision is mine. The decision is mine. Let the lesson be mine. 'Cause the vision is mine. Илья Мальков. Много вижу, что элементов на пересмотре у Илья судей. Мальков. Но, конечно, Илья тоже вложил свою копеечку в сегодняшние прокаты, за которым следишь с большим удовольствием, ахаешь и думаешь, как все-таки здорово парень сражается. Смотри, как понравилось тренерам это выступление. Это точно. Прокат сегодня был в борьбе. Прям не сказать, что все получалось само собой и очень легко. Он катал явно с заряженной такой, с эмоциями, с энергией. Прям боролся. Вот видим тройной аксель, что приземление такое немножко на полную стопу, в небольшой недокрут. И техническая бригада тоже отмечает этот недокрут в Но четверти ворота. хореографически зато выкрутился, мне Да, кажется. и как вот будто это так и должно тяжелое было быть. приземление, которое, возможно, могло бы обернуться сражением за то, чтобы упасть или не упасть, в итоге вывернулось в интересный хореографический элемент, за что, конечно же, спасибо Илье, который вот настолько, да, сражался за каждый элемент, что не хотел даже показать, что где-то, возможно, были какие-то неточности. И дальше уже по прокату прям таких каких-то ошибок или вопросов особо нет. И даже все элементы, которые были на пересмотре, сейчас уже отпускает техническая бригада. Все вращения на 4-й уровень исполнены. Тройной ридбрекер, каскад, тройной луз, тройной тулуп. Все чисто оценивают. И дорожку шагов на 3-й уровень. Прекрасно. Очень и очень достойный прокат. И своих тренеров, которые в полном составе, сегодня Илья не подвел. Да. Думаю, что должна быть очень достойная оценка и заявка на сильнейшую разминку в произвольную программу. Будет справедливо. На данный момент у нас прямая зависимость технической оценки, практически прямая зависимость технической оценки и места в таблице, то есть у кого лучшие элементы были. Вот у Солодникова на первом месте 42-37, Карартыняна 42-17 и у Лукина 42-19. То есть вот прям вплотную, и они все трое наверху. Хотя компоненты у них там разнятся. И компоненты у Карартыняна, конечно, выше всех на данный момент. Ну вот у Малькова отставание по элементам на 5 баллов, да, и он разместился пока что на 5-й позиции. Может попасть в финальную разминку, может не попасть, но заявка была, конечно, мощная. А на льду Ильяс Халиуллин. Еще один казанский спортсмен катается под песню «Я всегда буду любить тебя», но в миноре. Your way
wish you kind, and I hope you have all you've dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Ильяс Халиуллин. Ильяс Халиуллин. Прямо один прокат лучше другого, и все высочайшими уровнями оценено и эмоционально, и по настроению, и по подаче. И так жалко, что так мало зрителей сейчас в Казани. Вот в Магнитогорске им бы показали, что такое юниорские соревнования. И объятия с тренером, и столько эмоций в этом во всем, как выложился спортсмен. Да, Класс. Илья сегодня сразил наповал своей короткой программой. Это видно и с технической точки зрения, и с эмоциональной тоже, насколько он вложился в эту программу. И вот какой он звонкий был, вот хочется сказать. Посмотрите на эти прыжки, как он взмывает в воздух, как по щелчку вообще на огромную высоту, и как четко он их исполняет. Очень нравится техника исполнения элементов, как все вот именно звонко, четко. Как будто пружинка его туда выталкивает наверх. И при этом получает он все 4 уровни за непрыжковые элементы. Каскад тоже, посмотрите, тройной луз, тройной тулуп. Я прям смотрю на эту технику и понимаю, что как будто бы любой 4-й прыжок ему тоже подвластен, если потренироваться, поработать над этим. Любопытно, что в Магнитогорске-то вот он как раз на 11-м месте оказался. Может быть, ему и не нужны трибуны. Что Магнитогорский аншлаг, может быть, и мешал. А здесь чувствовал себя спокойно, как на тренировке. Лишнего волнения не было. Ну, я, конечно, утрирую, но, опять же, это второе выступление. Может быть, по-другому уже настроился. Здорово. Очень сильное выступление. Уверена, что его оценят по достоинству. Но у него по технике получается наивысший сейчас балл. А вот и оценка. Да, ничего себе. Смотрите, как все рады. Надо заслуженно сегодня. Да, и это же Казань тоже. Это же родные стены. Завтра с таким же настроем в произвольную. Представитель Класс. Санкт-Петербурга Роман Молодчина. Хамзин. Ну а в завершении Роман Хамзин из Санкт-Петербурга. Ученик Алексея Николаевича Мишина будет кататься под адажо в исполнении Димаша. Where to find you? I don't know how to reach you. I hear your voice in the rain. I feel you under my skin. Within my heart and
Роман Хамзин завершает эти соревнования тоже на высокой ноте, причем в прямом и в переносном смысле, потому что Димаш своим сумасшедшим голосом эту финальную ноту высокую берет. И как все-таки вытянулся мальчик, да? Да, очень повзрослел Роман, и вытянулся он и в рост, и надо сказать, что и в катании очень сильно прибавил с точки зрения подачи образа, интерпретации своей программы. Мне кажется, что здесь тоже вот это вот взросление сделало свое дело. Сразу мы видим, что уже такой прям взрослый молодой человек на льду. Ну и не мудрено, что даже при таком сумасшедшем физическом росте он поддерживает эту техническую целостность, потому что мы видим, что даже на каток его выводит не только Алексей Николаевич Мишин, который и сам по технике ого-го как работает, так еще и с ним человек, который ОФП подтягивает у всех спортсменов «Звездного льда» и мишинской группы, Егор Челошкин. Вот. Да, прекрасно он, несмотря на то, что мы как раз обсуждали, как он вытянулся, справился и с технической частью. Тройной аксель, с которого он начал свою короткую программу, затем тройной ридбергер и каскад во второй половине, тройной луз, тройной тулуп. Все прыжки на высшем уровне выполнены. По уровням вопросы только к заключительному вращению. 3-го уровня его поставили, оценили. То есть, возможно, где-то позицию не додержал. Но вообще очень приятное впечатление от этого проката. И очень интересно наблюдать за тем, как спортсмены от сезона к сезону взрослеют, растут, да, и набирают все больше навыков. Крокодил так вальяжно расположился на коленях, но Алексей Николаевич сдержан, и крокодила не гладит. Ну что ж, результат на ваших экранах. По технике есть кое-какое отставание у Романа Хамзина от лидеров на данный момент, и он занимает 4-ю позицию с довольно-таки высокими оценками за компоненты. Очевидно, что самые высокие оценки за компоненты у Эдуарда Каратыняна. Он, конечно, нас сегодня абсолютно покорил этой своей программой, настолько легкой, настолько курортной, что вот, ну, это кем надо быть, чтобы при такой сложной задаче создавать такую иллюзию легкости? Ну, просто хочу сказать вслух, гением. Можно в завершении дня сказать. Но он реально гений. Как это? Но это очень высокий уровень профессионализма. Артистичности, быть, да, артист на льду. с которой нужно родиться. Молодчина. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за любовь к фигурному катанию. Сегодня наши трансляции завершены. Это казанский юниорский этап Гран-при. Огромное спасибо тебе, Анечка, за максимально подробные, максимально объективные оценки всего, что мы видим. Это бесценно абсолютно. И вам спасибо, Василий, и спасибо всем, кто нас сегодня смотрел, слушал. И до встречи завтра, где уже будет главная интрига этих соревнований среди юниоров. Спасибо.